Рада приветствовать всех заглянувших. Сегодня по-настоящему зимний день, идет замечательный снежок, и я буду заниматься домашними делами. Самыми обычными, повседневными. Буду готовить пирожки и займусь чем-нибудь полезным еще. Для начала поставлю тесто для пирожков, потому что подходить оно будет довольно долго. Возьму для этого стакан теплой сыворотки. Можно использовать воду, если сыворотки у вас нет. Также подойдет молоко или кефир. Добавлю всего 1 чайную ложку сухих дрожжей, 2 чайных ложки сахара и 1 чайную ложечку соли. Обычно цельнозерновую муку я смешиваю с простой мукой в пропорциях примерно 50 на 50. Но сегодня решила использовать ее в чистом виде, она более полезная. Взяла мерную ложечку 125 мл, таких ложечек у меня ушло 4. Это примерно 300 граммов. Тесто получилось довольно плотным, обычно я его делаю чуть мягче, поэтому муки можно взять немножко меньше. Замешиваю тесто, добавив 1 столовую ложку растительного масла. Тесто совершенно не липнет ни к рукам, ни к столу, замешивается очень легко. Вымешивать долго его не буду, буквально 2-3 минуточки. Дрожжей взяла всего 1 чайную ложечку, поэтому расстойка будет длительной, не менее 3 часов. Вот таким мягким, однородным получилось тесто, очень приятное на ощупь. Пусть подходит тесто сколько хочет, мне есть чем заняться, поэтому торопить я его не буду. У меня много комнатных растений, это мое любимое хобби, я их очень люблю, но уход за ними занимает довольно много времени, поэтому каждый день стараюсь этому уделить какую-то его часть. Сегодня я запланировала помыть люстру в спальне. И давно хотела попробовать избавиться от этого темного абажура, который, как мне кажется, скрывает много света. Но, к сожалению, вид люстры без абажура меня совсем не впечатлил, поэтому придется что-нибудь придумать. Благо у меня есть еще одно хобби – это вязание.
Прошло чуть более 3 часов, тесто уже не только хорошо подошло, но и начало опадать. Пора заняться начинкой, а тесто пусть подходит второй раз. Начинка сегодня будет самая наипростейшая: тыква и немножечко лука.
ухода и заботы требуют и те растения, которые будут украшать двор в скором будущем. Лето не за горами, поэтому я уже посеяла пеларгонию, петунию, а это самосев лобелии, который мы с вами вместе пересаживали в горшочки осенью вместе с розмарином. Она уже вовсю цветет и прекрасно себя чувствует. Укорененные осенью черенки бакопы тоже уже вовсю цветут. Старый абажур упакую, чтобы он не пылился, и уберу в укромное место. Пусть дожидается своего часа. Уверена, что я когда-то к нему вернусь, и он вновь мне покажется привлекательным. Вот и день незаметно подходит к концу. Начинает темнеть, и пришло время немного отдохнуть. Мне никогда не бывает скучно, постоянно находятся какие-то дела, заботы, которые мне не в тягость, а в радость. А с вами я на этом на сегодня прощаюсь. До новых встреч на канале. Всем всего самого наилучшего, здоровья и отличного настроения. Пока!